Как-то мне прислали вид из окна дома по улице Замковой, 14. Я разместила фото в социальной сети, и мне написали, что это фото создано искусственным интеллектом, потому что не бывает таких красивых видов. Так и родилась идея снять видео об атмосферных, а иногда, я бы даже сказала, умопомрачительных видах на город и закон гродненских квартир. Не все же хозяевам любоваться этой красотой, правда? Но справедливости ради нужно сказать, что это арендные квартиры, которые сегодня сдают. Но сегодня мы с вами тоже посмотрим на город и закон гродненских квартир, и я расскажу вам немного интересных историй. Так что если заинтересовало, то присоединяйтесь. Итак, наша первая история и виды начинается с адреса именно того первого снимка по улице Замковой, 14. Гродненцам и туристам хорошо известна эта улица. Именно она ведет к музеям замков и пожарной каланче, где каждый день в 11:58 с башни пожарки гарнист в костюме пожарного начала 20 века играет мелодию дня. Причем мелодии каждый день меняются, и нельзя узнать заранее, что сегодня услышишь. Он играет ровно 2 минуты, а в 12:00 на фарном костеле старинные часы показывают полдень, и слышен звон колокола. И если, находясь на улице Замковой и услышав звон часов после мелодии гарниста загадать желание, оно непременно сбудется. Такая примета. Давайте послушаем, как играет. Слышите, как звонит колокол? Ну что, желание загадали? Вот такая гродненская достопримечательность. Тогда пойдем в дом номер 14, и я расскажу вам его историю и покажу эти красивые виды из окна. 14-й дом был построен в 1900 году в стиле модерн. На месте между дворцом Хребтовичей, построенным здесь в середине 18 века, вот эта справа стена, там сейчас музей истории и религии, и дом номер 12А, это который слева, его возвели в 1880-м. И мне не удалось найти сведения, что было в доме номер 14. Вполне возможно, что его возвели как доходный дом. Сейчас это многоквартирный дом, в котором живут обычные гродненцы. Точно обычные, спросите вы. Совершенно обычные. Сейчас войдем в подъезд и посмотрим. Судя по обычным, порой еще советского периода дверям, точно скажу, самые обычные. Нет тут никаких олигархов, выкупивших целые этажи. Да у нас в Беларуси это вряд ли возможно, особенно в историческом центре. Не могу сказать, что перила лестницы представляют какую-то ценность. Скорее нет, чем да. Обычно в таких домах бывают литые балясины причудливой формы. Такие сохранились во многих домах города. А здесь вполне возможно, что в тот период, когда делали очередной капитальный ремонт, то заменили. Но ценность этого дома, конечно же, не в перилах, хотя было бы красиво, а в виде и закон. Давайте зайдем в одну из квартир и посмотрим. Ну как вам? Птички поют, даже не хочется никакую мелодию добавлять в видео. Тишина, шикарный вид.
на Рождество Богородичный монастырь. Постаралась улучшить вид на монтаже как могла, но тут есть хитрость. Снимать, когда жарко на улице, после 12 нельзя. В воздухе как будто дымка. Обычно я снимаю или рано утром, или вечером, но тут уж как получается. Квартира-то не моя, к большому сожалению. В квартире высокие потолки с лепкой. Не жизнь, а мечта. Ну что, помечтала? Теперь на выход. Впервые улица упоминается в 40-х годах XVI века как улица еврейская от замка к рынку. А замковой она становится в 1680-м. И с тех пор, исключая небольшие периоды оккупации города, она носит это название. Жить здесь всегда было престижно, если можно применить здесь это слово, потому что на этой улице, на Замковой, располагались дворцы Хребтовичей, князей Масальских, а до разрушения во Второй мировой недалеко в сторону нынешней площади Советской располагался огромный дворец Радзивиллов. В общем, самый центр, как сказали бы, центрее некуда. А погулять по этим улочкам интересно как туристам, так и горожанам. Иногда в повседневной суете нам просто элементарно не хватает на это времени. Под одним из видео мне написал подписчик, что, живя в Гродно, не был в центре лет 10. И только из моих видео узнал, как изменился город. Так что не теряйте времени, жизнь проходит, умейте наслаждаться моментом здесь и сейчас. Следующий наш вид из окна и история дома по улице Мостовая, 40. Вот этот с красной черепичной крышей. Виды здесь тоже уникальные. И в 1680 году улица называется улица Мостовая, идя вперед до рынка. Раньше так длинно назывались улицы. А в 1775 уже улица Мостовая от рынка на Подол. Топоним Подол – это в сторону ЖД моста, вот виден там вдалеке. Там улица Подольная. А в 1780 году появляется название «Мостовая», так что название тоже историческое. В XIX – начале XX века на улице находились промышленные предприятия, гостиницы, мастерские, магазины, склады. На улице Мостовой располагался бывший комплекс монастыря кармелитов. Именно на него есть вид из этого дома. Сейчас на месте монастыря здание Приорбанка. Но что примечательно, вот посмотрите, как выглядел Кармелитский монастырь еще в начале XX века. А теперь посмотрите на здание банка. Да, кто-то ругает, мол, изуродовали, но я не соглашусь. Ведь на самом деле была проведена и воплощена отличная идея. По решению властей в 1994 году зданию передали черты, призванные напомнить о былом облике этого здания. То есть соорудили высокий щит, барочный по очертаниям, и это как бы отсылка к тому факту, что здесь исторически был храм кармелитов. И, если честно, только сейчас, зная, что здесь было, понимаешь, почему это выглядит так. И я думаю, что это гениально, и просто браво тому, кто это придумал и довел эту идею до воплощения. Благодаря этому мы можем видеть и понимать эту связь времен. Но меня, как всегда, уводит в сторону. Прошу прощения, вернемся к дому номер 40. Дом построен в середине XVIII века, и это бывшая резиденция униатских митрополитов. Сейчас войдем и посмотрим на подъезд и виды из окна. Лестничные перила, увы, тоже без литых балясин, хотя на фасаде можно увидеть литой чугунный балкон, и предполагаю, что балясины все же были когда-то. А подъезды кажутся такими огромными, наверное, из-за высоты потолков, потому что лестничные клетки сами не очень большие. Да, виды из окна, конечно, интересные. Это вот то, что можно увидеть отсюда с балкона. Можно рассмотреть и Подол, и здание драмтеатра, которое так величественно возвышается.
А сейчас это многоквартирный жилой дом, и все как-то уменьшилось в размерах. И что примечательно, в советское время в доме работала прачечная и была расположена популярнейшая в городе баня номер 1. Вот видите, этот кованый балкон, предполагаю, что балясины должны были быть в таком же стиле. В квартире хозяева сохранили кирпичные стены. Их покрасили, конечно, но можно увидеть кладку, какие-то проемы, переходы. Очевидно, что во времена, когда здание было резиденцией униатских митрополитов, то комнаты имели совсем другой вид и метраж. Следующий вид из квартиры по улице Дарвина, 26-й дом. Квартира угловая, так что вид как на францисканский костел, так и на Неман с его видами на правый берег. Что интересного узнала, когда искала материалы по истории для съемок? Самый старый дуб города Гродно растет во дворе францисканского костела. Костел Божией Матери Ангельской его еще называют. Дубу, возможно, от 400 до 600 лет. Дело в том, что после определенного возраста дуб перестает расти, и это самый старый и самый толстый, если можно так сказать, дуб в городе Гродно. А сам комплекс монастыря францисканцев основан в 1635 году. В 1660 начато строительство каменного костела, и в том виде, в котором мы видим костел сегодня, он был перестроен в 1759 году после пожара. Хозяева рассказали, когда летними вечерами в костеле играет орган, то можно садиться на балкон и слушать. Ну, чем не концерт в личной ложе? А из другой комнаты открывается вид на правый берег, где виден драмтеатр, замки, Неман. Все-таки красивый у нас город. Вечером подсветка историческим зданий, а сам дом советского периода постройки и исторической ценности не представляет, но вид, конечно, на миллион. Вот такие виды из окон гродненских квартир удалось вам показать. Возможно, если удастся договориться где-то еще, то сниму продолжение. Ну и по традиции, если видео понравилось, поставьте лайк и напишите хоть смайлик в комментариях. Так работает продвижение в YouTube, увы. И еще хочу рассказать, что у меня есть телеграм-канал, и там я не перегружаю вас информацией. Я публикую одну заметку в день, самые интересные факты о городе. Сама не люблю телеграм-каналы, где много публикаций. Когда прочитаешь последнюю, уже забываешь, что было первым. Поэтому пусть будет один факт, но интересный. В общем, если интересует, то присоединяйтесь. Ссылка в описании к видео. Ну, а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.